Они маленькие, не сияют в небе безумным светом и вообще будут видны вам только в специальных очках. Но эти невзрачные невидимки выпускают в пространство огромные потоки излучения и зажигают самые яркие сверхновые. Они замедляют время и скрывают в своих недрах экзотическую материю. Это все о магнитарах, одних из самых странных звезд во Вселенной. Наше путешествие к ним будет смертельно опасным, но потрясающим приключением. Магнитары щедры, поскольку в огромных количествах разбрасывают по пространству золото и серебро. Однако они способны даже с огромного расстояния лишить вас банковского счета. Давайте посмотрим, как они это делают и какие еще дикие поступки могут совершить в космосе магнитары. Когда мы смотрим в ночное небо, то разноцветные огоньки звезд не просто восхищают нас своей красотой. Они являются символом кипучей и яркой жизни космоса. Даже многие мертвые светила не хотят тихо покоиться на небесных кладбищах. Некоторые по-прежнему активны и творят во Вселенной нечто невероятное. Мертвыми звездами чаще всего называют нейтронные светила, и их, по подсчетам ученых в нашей галактике Млечный Путь, могут быть миллионы. Хотя пока найдено всего порядка 3000 нейтронных звезд, что представляют из себя подобные космические зомби. Это бывшие звезды массой минимум в 8-10 раз больше солнечной. Завершая свой путь по небу на стадии очень массивного красного гиганта или сверхгиганта, они преобразуют сначала водород, а затем и гелий в более тяжелые элементы. Однако, чем дальше в периодической таблице находится элемент, тем меньше энергии выделяет при термоядерном синтезе. Таким образом, по мере производства все большего количества тяжелых веществ, звезда теряет температуру, и давление газа в ней постепенно уступает силам гравитации. Ядро светила начинает сжиматься. В какой-то момент внутри звезды запускается синтез железа. При его производстве энергия не выделяется, а наоборот поглощается. Именно тогда термоядерные реакции прекращаются, и гигантская звезда взрывается сверхновой. Большая часть ее массы выбрасывается в виде ударной волны газа, насыщенного тяжелыми элементами. Это вещество образует холодные протопланетные облака, в которых затем рождается новое поколение звезд и планет. Однако ядро мертвого светила остается неповрежденным. Нейтронная звезда как раз и есть эта сохранившаяся после взрыва сердцевина. Она почти полностью состоит из нейтронов, частиц, не имеющих электрического заряда. Это самые компактные и плотные астрофизические объекты. Масса, превышающая солнечную, сжата в них в крошечную сферу. Ее диаметр составляет всего лишь около 20 километров. Представьте, что наше Солнце диаметром в 1 700 000 километров втиснуто в такую сферу. Она сопоставима, скажем, с 20-километровым вулканическим кратером в Танзании или каким-нибудь небольшим городком. Материя там будет спрессована так, что один ее кусочек размером с кубик сахара по весу потянет, как все люди на Земле. Подобная плотность приводит к фантастическому эффекту – замедлению времени. Мы столкнемся с этим, если сможем совершить посадку на нейтронную звезду и решим там пожить. Каждые 8 лет, которые мы проведем в том невероятном мире, на Земле будут равны 10 годам. Кроме того, нейтронные звезды чрезвычайно горячие. После образования в огне взрыва сверхновой температура их поверхности может достигать триллиона кельвинов. Правда, в течение нескольких лет они быстро остывают до миллиона кельвинов, но затем этот процесс замедляется. За время своего существования нейтронные звезды остаются одними из самых раскаленных объектов во Вселенной. Высокая температура поверхности приводит к тому, что пик их излучения приходится на рентгеновский диапазон. В обычные телескопы их увидеть практически невозможно. Следующей особенностью нейтронных звезд является их мощное гравитационное поле. Оно достаточно сильно для того, чтобы разорвать на куски любой материальный объект на расстоянии в несколько километров. Удивительные небесные зомби к тому же ухитряются как бешеные крутиться по своей орбите. Обычным живым звездам их не догнать. А еще практически все они обладают сильным магнитным полем.
но у некоторых светил оно просто зашкаливает. Астрономы выделяют различные классы нейтронных звезд на основе этих свойств. Некоторые из них являются самыми быстро вращающимися светилами во Вселенной, совершая до сотен оборотов в секунду. Чемпионы среди этих быстрых нейтронных звезд ухитряются обернуться вокруг своей оси 700 раз в секунду. Их называют пульсарами, поскольку они регулярно выбрасывают потоки электромагнитного излучения, включая радио, видимые, рентгеновские и гамма-волны. Их импульсы часто сравнивают с вращающимся маяком, который, кажется, то загорается, то гаснет. А вот сила магнитаров, еще одной категории нейтронных звезд, которым посвящено наше сегодняшнее путешествие, в другом. Давайте разберемся, что делает их одними из самых мощных, опасных и непредсказуемых объектов во Вселенной. Как и другие нейтронные звезды, магнитары имеют диаметр около 20 километров и масса примерно в 1,4 солнечных. Они образуются в результате коллапса звезды массой в 10-25 раз больше, чем Солнце. Плотность магнитаров зашкаливает. Если бы мы могли зачерпнуть столовую ложку вещества какого-то из них, то не удержали бы ее в руках. Маленький кусочек магнитара весит более 100 миллионов тонн. Впрочем, для нейтронных звезд это вполне обычный показатель. Зато мощью магнитного поля магнитары немного превосходят своих небесных коллег. Их магнетизм в 1000 раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды, и примерно в 1 триллион раз выше земного. Правда, по сравнению с другими мертвыми звездами, магнитары вращаются медленнее, но не следует представлять их такими себе небесными черепахами. Они достаточно резвые и крутятся, совершая один оборот каждые 2-10 секунд. Просто типичные нейтронные звезды вращаются еще быстрее. При вращении происходит медленный распад магнитных полей магнитаров. Вот как устроен этот удивительный процесс. Быстрое вращение звезды создает огромное напряжение в ее твердой внешней коре, и в конечном итоге она растрескивается на множество частей. В это время магнитное поле светила сначала скручивается, а затем вновь раскручивается, высвобождая огромное количество рентгеновских и гамма-лучей. Так что, в принципе, с распадом магнитных полей ученые примерно разобрались. Более сложным оказалось объяснить, как они возникают. На этот счет существуют две гипотезы. Большинство моделей показывают, что поля магнитаров появляются в результате динамо-процесса в чрезвычайно плотной проводящей жидкости. Но сердцевина нейтронной звезды разогрета до температуры 736 градусов Цельсия. В раскаленной среде подобное динамо не может создать столь мощное магнитное поле. Физики и теоретики пока не в состоянии объяснить этот феномен. Хотя, недавно ученые предложили первую версию. Ее суть в том, что внутри магнитара все устроено не так, как у обычной звезды. Он состоит из нейтронов, кварков и экзотических состояний материи, таких как конденсаты Бозе-Эйнштейна. Этот коктейль вполне может выполнить функцию сверхпроводящей жидкости, даже при очень высоких температурах. Таким образом, когда звезда вращается, она будет вести себя как огромное динамо, генерируя колоссальное магнитное поле. И, возможно, благодаря необычным свойствам внутри магнитара происходят фантастические вещи. Например, рентгеновские фотоны легко разделяются на две части или сливаются. Атомы деформируются в длинные тонкие цилиндры. Так атом водорода становится в 200 раз уже своего нормального диаметра. Пока точно неизвестно, какими удивительными свойствами обладает столь экзотическая материя. Если немного пофантазировать, то она сможет послужить идеальным топливом для звездолетов. Экзотическая материя, например, в теории вполне годится для заправки варп-двигателей, способных сжимать пространство и разгонять космический корабль практически до скорости света. Жаль, что пока даже в целом эта гипотеза ничем особо не подтверждена. Существует и другая версия. Не исключено, что могучее магнитное поле достается каждому магнитару в наследство от особо быстрой звезды-предшественницы, или его разгоняет компаньон.
С целью выяснения, какая гипотеза верна, и разгадки других тайн магнитаров, в 2017 году на Международную космическую станцию отправили рентгеновский телескоп Neutron Star Interior Composition Explorer, или NICER. Его конкретной задачей было определение, что именно находится внутри нейтронных звезд. На сегодняшний день NICER позволил астрономам провести более точные измерения параметров размера и плотности мертвых светил, в том числе и магнитаров. Но небесные магниты по-прежнему скрывают множество секретов. Почему, например, светила после смерти очень рано превращаются в магнитары? Только примерно 1 из 10 взрывов сверхновой приходит к их образованию. Долгое время ученые не знали ответа на этот вопрос, но группа астрономов из Открытого университета в Великобритании, похоже, недавно напала на нужный след. Исследователи провели невероятно кропотливую, почти криминалистическую экспертизу по данным очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории. Команда сосредоточила свое внимание на молодом магнитаре CXO-J164710.2 455-216 из созвездия Жертвенник на расстоянии 16 тысяч световых лет от нас. Возраст этого небесного магнита насчитывает всего несколько тысяч лет. Он все еще находится в том же скоплении ярких звезд, где изначально сформировался. Магнитар, конечно, не в состоянии самостоятельно рассказать свою историю с момента рождения, потому решено было опросить его космических соседей. Среди них могли оказаться свидетели взрыва сверхновой, в результате которого он появился в небе. Показания от звезд астрономы, которые выступили в роли детективов, собрали с помощью очень большого телескопа. Обсерватория позволила извлечь химические отпечатки более 100 звезд скопления. Свет каждой из них доходил до Земли невероятно слабым, но мощный телескоп сумел разделить его на спектр цветов, а это, в свою очередь, помогло определить точный состав звезд. Ученые собирали показания долгих 6 лет. Когда опрос был завершен, космические исследователи сочли свидетельство одной звезды заслуживающим дальнейшего изучения. Светило, на котором сосредоточилась команда, называется Westerland 1.5. Как и многие обитатели своего скопления, они намного массивнее нашего Солнца, в 1000 раз больше и ярче. Только вот по мнению космических детективов, гигант, похоже, что-то скрыл от следствия. Почему звезда попала под подозрение? Ну, прежде всего, Westerland 1.5 сильно закопчен. Его спектр показывает, что звезда покрыта плотным слоем углеродной пыли. Это не слишком удивительно и может часто случиться, если у светила есть компаньон. Большинство крупных звезд находятся в двойных системах. Если компоненты вращаются близко друг к другу, один может покрыть другой слоями своего газа, основательно его закоптив. Но Westerland 1.5, как ни странно, одинокий небесный спутник, и никаких компаньонов у него нет. Более того, данные очень большого телескопа показывают, что Westerland 1.5 удаляется из скопления со скоростью более 200 тысяч километров в час. Что за странная сила так резко вытолкнула звезду из родного гнезда? Команда астрономов из Великобритании предложила версию, в которой указан виновник насилия над гигантским светилом. Все это провернул крошечный магнитар CXO-J164710.2 455-216, который, вероятно, раньше находился в паре с Westerland 1.5. Прародитель магнитара испачкал пылью своего компаньона, а затем озарил небо огнем сверхновой. Эта катастрофа разорвала гравитационные связи между двумя звездами, заставив их разлететься на большой скорости. Открытие, кроме всего прочего, дало астрономам важную подсказку о том, что делает магнитар именно таким, какой он есть. Это очень близкий компаньон, который собирает внешние слои умирающей звезды и помогает ей вращаться все быстрее. Так магнитар генерирует свое магнитное поле, которое со временем может достичь невероятной силы. Чтобы лучше понять этот процесс, давайте представим невозможное. Вы звезда, которой вскоре нужно взорваться сверхновой.
Если в ваших планах после этого стать магнитаром, срочно ищите подходящего партнера. Он поможет создать именно ту среду, которая вам нужна для трансформации в один из самых мощных магнитов Вселенной. Но, похоже, среди звезд мало желающих после реинкарнации стать магнитарами. Они редко обзаводятся близкими компаньонами и превращаются в этот уникальный тип нейтронных светил. Астрономы обнаружили пока лишь 31 магнитар, и все они, как мы говорили, расположены очень далеко от Земли. Детально рассмотреть эти объекты в глубинах космоса сложно, да и живут они чрезвычайно мало, всего порядка миллиона лет. И все же ученым удалось выяснить кое-что интересное об этих экзотических звездах. Мы отправимся в виртуальный полет к некоторым из них и больше узнаем об удивительных свойствах магнитаров. Один из самых интересных — GPM J183910. Вращается в 15 тысячах световых лет от Земли в созвездии Щит. Его обнаружили астрономы из Австралийского университета Кертина. Этот космический зомби движется медленнее любого другого известного ученым магнитара, в то время как его собратья выбрасывают энергию с интервалом от нескольких секунд до нескольких минут, магнитар из созвездия Щита, похоже, никуда не спешит. Он испускает излучение с промежутками аж в 22 минуты. Хотя другие магнитары тоже не относятся к суперспринтерам среди звезд, они все равно вращаются быстрее небесного магнита из созвездия Щита. Наверное, все дело в его возрасте. По мере старения нейтронные звезды теряют угловой момент и замедляются, а их магнитные поля ослабевают. Это означает, что старые магнитары уже не в силах создавать высокоэнергетические выбросы. Подобный порог для магнитаров астрономы считают линией смерти. То есть GPM J183910 как сторожил теоретически не должен иметь достаточно мощное магнитное поле, чтобы производить радиоволны. В действительности он испускает их через каждые 22 минуты в течение 5 минут. Причем делает это по меньшей мере 33 года. Какой бы механизм ни стоял за подобным процессом, он наделяет старый магнитар необычными свойствами и позволяет GPM J183910 посылать всплески излучения в 5 раз более продолжительные, чем другие магнитары, с долгим периодом вращения. Примерно в то же самое время в галактике Млечный Путь, на расстоянии 21 тысячи световых лет от Земли, астрономы обнаружили еще одну удивительную звезду. Это магнитар J1818.01607, который удалось засечь с помощью рентгеновской обсерватории Чандра. Его можно назвать полным антиподом космическому зомби из созвездия Щита. Одной из первых вещей, которая заинтриговала ученых, оказался возраст этой нейтронной звезды. Команда подсчитала, что магнитару около 500 лет, что делает его самым молодым из обнаруженных на сегодняшний день. Астрономы определили возраст объекта, измерив, насколько быстро замедляется скорость его вращения. Но пока он невероятно быстро крутится вокруг своей оси. Это делает звезду уникальным гибридом. Из огненного ада сверхновой она умудрилась воскреснуть в 2 обличиях. Чудесное светило является магнитаром и пульсаром одновременно. То есть это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая пульсирует каждые 1,4 секунды. В дополнение к этому она обладает невероятно сильным по сравнению с обычным нейтронным светилом магнитным полем, что позволило звезде приобрести столь необычные гибридные свойства. Исследователи считают, что J1818.01607 может подпитываться энергией остатков сверхновой и туманности, которая образовалась вокруг него после катастрофы. Поскольку взрыв по космическим меркам произошел совсем недавно, после него должно сохраниться заметное поле обломков. Чтобы их найти, астрономы изучили данные рентгеновского телескопа Чандра, инфракрасного Спитцер и радиотелескопа VLA, и кое-что заметили. Ученые обнаружили возможные следы остатка сверхновой и вначале подумали, что цель исследования достигнута. Но радость быстро сменилась разочарованием. Нечто похожее на останки взорвавшейся звезды оказалось слишком далеко от магнитара. Чтобы преодолеть это расстояние,
J1818.01607 пришлось бы двигаться намного быстрее самых резвых нейтронных звезд. Ученые ожидают, что дальнейшие, более длительные наблюдения за магнитаром позволят все-таки разгадать природу его аномальных свойств. Тем временем астрономам удалось обнаружить буквально на краю света еще одного небесного зомби. Массивная звезда DES-16C2NM взорвалась 10,5 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной составлял только четверть от нынешнего. Из ее ядра возник магнитар. Взрыв DES-16C2NM относят к гиперновым или суперярким сверхновым. Во время этого события выделяется гигантское количество энергии. Звезда может озарить небо ярче целой галактики. О таких звездных катастрофах пока известно немного. Неясно, например, какие объекты возникают в центре взрыва. По одной из теорий черные дыры, по другой быстро вращающиеся нейтронные звезды с очень мощным магнитным полем. Как видим, в этот раз подтвердилась вторая версия, и в центре гиперновой образовался магнитар. Ультрафиолетовое излучение, которое выделяется в результате катастрофы, способно многое рассказать астрономам о погибшей звезде. Можно узнать о количестве металла, произведенного при взрыве, его температуре. Оба эти фактора являются ключом к пониманию причины движущих сил подобных космических событий. Магнитар, который родился на краю Вселенной, астрономы тоже определили по свойствам гиперновой DES-16C2NM и ее излучению. Вся жизнь магнитаров вообще связана с катастрофами. Они способны высвобождать огромное количество энергии, причем в разных формах. Взрывы, вспышки рентгеновских лучей, гамма-всплески — это все о магнитарах. Такие звезды, как мы говорили, получают вторую жизнь в огне сверхновой, а потом зачастую опять погибают во время подобной катастрофы. Это событие астрономы окрестили килоновой, и она озаряет небо в 1000 раз ярче типичной новой. Событие происходит в двойной звездной системе при слиянии нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой. Вот какой механизм приводит к взрыву. Когда вы помещаете кучу нейтронов в высокоэнергетическую среду, они начинают объединяться, трансформироваться, расщепляться, ну и делают всякие другие дикие вещи, связанные с ядерной реакцией. Килоновые отвечают за производство огромного количества тяжелых элементов. Они прямо сорят в небе металлами, выбрасывая в космос даже золото и серебро. Вместе со своими кузенами сверхновыми килоновые целиком заполняют пространство всеми элементами, необходимыми для рождения новых звезд и планет, а также для заселения живыми организмами каменистых миров. Килоновые давно предсказаны астрофизиками. Однако, по расчетам ученых, подобные события происходят в галактике раз в 100 тысяч лет. Для сравнения, сверхновые появляются раз в несколько десятилетий. Так что астрономы не ожидали скоро наблюдать килоновую, но удача им улыбнулась. В 2017 году астрономы стали свидетелями первой килоновой. Событие произошло примерно в 140 миллионах световых лет и было впервые ознаменовано появлением определенного рисунка гравитационных волн или ряби в пространстве времени вокруг Земли. Эти гравитационные волны были обнаружены лазерными интерферометрическими гравитационно-волновыми обсерваториями Лиго и Вирго, а космический гамма-телескоп Ферми зафиксировал во время события гамма-всплеск. Килоновая произвела количество чистых, твердых драгоценных металлов, эквивалентное более чем 100 массам Земли. Это подтвердило версию, что такие взрывы прекрасно подходят для создания тяжелых элементов. Короче говоря, золото в ваших украшениях выковано в огне каких-то 2 нейтронных звезд, столкнувшихся задолго до рождения Солнечной системы. В отличие от редких килоновых, звездотрясения на магнитарах вполне будничная история. Эти объекты питаются собственной магнитной энергией, а в обычных нейтронных звездах подобного не происходит. Гигантская вспышка возникает в результате изменения конфигурации и пересоединения магнитного поля магнитара. Часто это событие приводит к чрезвычайно мощным всплескам рентгеновского и гамма-излучения. Ученые связывают с магнитарами
наиболее сильные гамма-выбросы во Вселенной. Последствия этих экстремальных событий не обошли и нас. Первый раз Солнечную систему зацепило в 1979 году. Тогда два советских беспилотных космических аппарата Венера-11 и Венера-12 находились на гелиоцентрической орбите. Внезапно на них обрушился поток гамма-излучения. Радиация на аппаратах за секунду подскочила в 1000 раз. 11 секунд спустя то же самое произошло с зондом НАСА «Гелиос-2», находившимся на орбите вокруг Солнца. Вскоре после этого гамма-лучи затопили детекторы 3 спутников Вэлла, Министерства обороны США, советского спутника «Прогноз-7» и обсерватории Эйнштейна, вращающихся вокруг Земли. Эта волна внесолнечных гамма-лучей оказалась более чем в 100 раз интенсивнее любого ранее известного всплеска. Направление источника соответствовало останкам звезды, которая стала сверхновой около 3000 года до нашей эры. Там, в созвездии Золотая рыба Большого Магелланова облака, находится магнитар под названием HGR 052566. Затем, в 1998 году, после залпа небольших выбросов, чрезвычайно активизировался магнитар на HGR 1900+14 в созвездии Орла. Он находится на расстоянии около 20 тысяч световых лет от нас. Но астрономам удалось хорошо рассмотреть, что происходило с магнитаром. Они зарегистрировали мощный взрыв, который предположительно произошел в ядре магнитара. Несмотря на огромное расстояние, достаточно сильное излучение магнитара дошло до Земли. Поток частиц вызвал ионизацию верхних слоев нашей атмосферы. Ученые даже на время выключили космический аппарат Near Shoemaker, чтобы он не пострадал. Позже, в 2008 году, телескоп НАСА Спитцер обнаружил кольцо материи вокруг этого магнитара, которые, вероятно, возникли после гамма-всплеска. Наверное, окружающее звезду пылевое облако в результате события уплотнилось, образовав кольцо диаметром около 3 световых лет. Орбитальный телескоп Спитцер наблюдал за этим удивительным объектом в 2005-2007 годах, и все время инфракрасное свечение кольца не ослабевало. Астрономы считают, что аномальное сияние поддерживает сам магнитар совместно с близлежащими звездами. В 2004 году все оказалось несколько хуже. Тогда мощную вспышку гамма-излучения вызвало звездотрясение на магнитаре HGR 1806-20 в созвездии Стрельца. Она привела к выбросу, эквивалентному энергии Солнца за 1 миллион лет. Такой всплеск считается крупнейшим взрывом в галактике после сверхновой SN 1604, которую наблюдал еще Иоганн Кеплер в 1604 году. От этого магнитара до Земли 50 тысяч световых лет. И все же выброс подобной силы нас немного зацепил. В гамма-диапазоне свет от вспышки сиял в нашем небе ярче полной Луны. Излучение воздействовало на ионосферу Земли, и ночью уровень ионизации был такой же, как днем. Аналогичный взрыв в пределах 10 световых лет от Земли мог бы уничтожить озоновый слой планеты и привести к гибели всех живых существ. Наконец, в 2014 году ученые обнаружили извержение магнитара в галактике Мессие-82 или М82. Всплеск гамма-лучей мертвой звезды всего за 0,1 долю секунды высвободил невероятное количество энергии. М82 прозвана галактикой-сигарой, потому что при наблюдении с ребра она имеет вытянутую форму. Объект находится невероятно далеко, на расстоянии 12 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Катастрофа была наиболее далекой из известных, но не самой энергетической. Магнитар в этом исследовании, как полагают, быстро вращается, возможно, совершая оборот каждые несколько секунд. Его гигантская вспышка была обнаружена космической обсерваторией «Интеграл» Европейского космического агентства в 2023 году. Также интересно, что галактика Сигара с безумной скоростью зажигает звезды, оставив в этом отношении далеко позади наш Млечный Путь. По мнению ученых, в ней должны часто происходить взрывы сверхновых, килоновых, рождаться нейтронные звезды, в том числе магнитары. Это чрезвычайно благодатная область, которая, возможно, позволит больше знать о невероятных небесных магнитах и их потрясающих возможностях.
Хотя уже понятно, что магнитары ведут бурную взрывную жизнь. Насколько эти любители космических стрелялок опасны для соседей? И что будет, если они столкнутся с достойными небесными противниками, равным или даже превосходящими их по силе? Давайте попробуем смоделировать такие ситуации и посмотрим, как в них поведет себя наш условный магнитар. В случае с Землей ситуация полностью ясна. В нескольких словах ее можно описать так. С магнитарами лучше не связываться и держаться от них подальше. Во время предыдущих событий, как мы выяснили, их выбросы уже несколько раз негативно повлияли на земную технику. Но тогда потоки гамма-излучения не были сильны. Сейчас Земле угрожает новая опасность. Международная группа ученых заявила, что в 8000 световых лет от Земли пробудился магнитар XTE J1810-197, редкая разновидность, которая излучает радиоволны. Светило хранило молчание на протяжении 11 лет, с 2008 года. Однако неожиданно проснулось и принялось издавать сигналы, отличающиеся от прежних. Специалисты допустили, что подземные толчки постоянно перестраивают магнитное поле небесного зомби. Они также влияют на диапазон электромагнитных частот, в том числе на радиоволны. Но это все равно очень далеко, и даже в случае крупного гамма-всплеска ничем трагическим планете не грозит. Только с расстояния Луны магнитар мог бы стереть все кредитные карты на Земле. А если бы вы рискнули приблизиться к гигантскому магниту ближе, чем на 1000 километров, то быстро бы умерли. Его магнитное поле разрушило бы ваше тело, оторвав электроны от атомов и превратив вас в облако одноатомных ионов, то есть отдельных атомов, без электронов. О крайне негативном влиянии подобной среды свидетельствуют некоторые эксперименты с крысами, помещенными в сильные магнитные поля. Словом, магнитары – одни из самых опасных звезд во Вселенной. Хорошо, что XTE J1810-197 самый ближний из них. А он, как мы выяснили, для Земли не страшен. И астрономы уверены в отсутствии вблизи от нас каких-то блуждающих магнитов-изгоев. Если бы такой гость решил залететь к Солнцу на огонек, для нас это закончилось бы трагично. Но это не значит, что во Вселенной нет управы на опасные звездные магниты. В мироздании существуют еще более грозные и мощные небесные тела. Наши постоянные зрители наверняка догадались, что это черные дыры. Злые монстры Вселенной. Они легко разрывают звезды и пожирают целые галактики. Что им стоит расправиться с крошечным, хотя и до зубов защищенным своим магнитным полем светилом? Но, как оказалось, не все так однозначно. В 2013 году был обнаружен магнитар PSR J1745-2900, который вращается вокруг сверхмассивной черной дыры стрелеца со звездочкой. Магнитар находится всего в 33 световых годах от монстра, и с ним ничего до сих пор не случилось. Ученые рассчитывают с помощью этого объекта продвинуться в изучении ионизированной межзвездной среды галактического центра. А для нашего эксперимента главное, что в черной дыре, как видим, заполучить на обед магнитар бывает не так легко. Но все же, что сулят участникам подобные схватки? Какое небесное тело победит? Зная агрессивный характер обоих, можно предположить, что компромиссов ожидать не стоит. Сражение будет идти до конца. Делаем ставки и будем смотреть на такой поединок. Мы знаем, что магнитары могут своими магнитными полями деформировать ткань пространства-времени вокруг себя. Также они способны испускать всплески высокоэнергетического излучения, что делает их одними из самых мощных объектов во Вселенной. А быстрое вращение позволяет им все время подзаряжать свое лучевое оружие. Черные дыры – космические хищники совсем с другими повадками. Они могут выставить свою безумно сильную гравитацию против любого объекта во Вселенной. В этом монстрам нет равных. Они притягивают всю материю вокруг себя, и ничто, даже свет, потом не может вырваться из плена. То есть сравнивать магнитар и черную дыру все равно, что мощный ураган сопоставить с бушующим торнадо. Оба невероятно сильны, хотя по-разному. Но это не значит, что будет ничья. Многое зависит от типа столкновения. Очень сомнительно, что магнитар врежется прямо в центр черной дыры.
Если это произойдет, вероятно, зрелище будет не особенно интересным. Скорее всего, магнитар мгновенно скроется внутри черной дыры и уже никогда не вернется назад. В более вероятном варианте столкновение будет вне центра дыры, когда какая-то часть магнитара выпадет за горизонт событий монстра. То есть фактически черная дыра откусит кусок светила. Масса звезды, естественно, уменьшится, а огромное давление гравитации черной дыры сохранится. Вероятно, из-за этого магнитар взорвется и выпустит все свои внутренности во Вселенную. Это страшная картина, но она может быть одним из самых живительных событий в космосе. Вещества из нутра магнитара засеют все вокруг элементами тяжелее железа, такими как уран и свинец, золото и серебро. Они станут строительными кирпичиками для формирования новых звезд и планет. Если оба противника будут вращаться по спирали, сценарий окажется другим. Двум объектам придется отдавать энергию, искажая пространство. Если черная дыра мала, то из-за ее притяжения форма магнитара постепенно начнет искажаться. Она изменится от почти идеально сферической до более яйцевидной. По мере того, как нора небесного магнита будет растягиваться и сжиматься черной дырой, эта относительно прохладная звезда также начнет сильно нагреваться. Искажение формы магнитара и поднятие температуры станет все больше нарушать динамо, которое питает магнитное поле. Вероятно, оно разрушится до того, как звезда достигнет горизонта событий дыры. Есть еще один сценарий, при котором магнитар может развалиться и образовать форму тора вокруг маленькой черной дыры. После этого черный монстр начнет медленно откусывать от тора кусочек за кусочком, пока не сожрет до крошки бывшую звезду. В схватке магнитара со сверхмассивной черной дырой все, вероятно, произойдет быстрее. Гигант просто целиком проглотит нейтронную звезду, не подавившись ее безумно сильным магнитным полем. Так что в целом, во всех сценариях магнитары проигрывают самым опасным черным монстром Вселенной. Но эти экзотические звезды остаются чемпионами по силе магнитных полей. Вернее, оставались до последнего времени. Внезапно появилась сила, которая положила на лопатки магнитары. Что это за непревзойденные небесные магниты? Насколько они велики и массивны? Настолько, что космические путешественники не увидят их даже вплотную. По крайней мере, если верны исследования физиков Брук-Хейвенской национальной лаборатории в США. Ученые заявили, что квантовые поля, обнаруженные в кварк-глюонной плазме, несравнимо сильнее, чем у магнитаров. Кварки и глюоны – элементарные частицы. Первая является фундаментальной составляющей материи, а вторая – переносчиком сильного взаимодействия. В своем эксперименте физики использовали релятивистский коллайдер тяжелых ионов. С помощью этого устройства ученые зарегистрировали чрезвычайно сильное магнитное поле, которое возникло в результате столкновений тяжелых ядер ионов. Оно образовалось внутри кварк-глюонной плазмы и оказалось примерно в 10 тысяч раз сильнее, чем у магнитара. Но у этого мегамощного поля есть свои недостатки. Оно практически неуловимо. Магнитар создает свое магнитное поле в течение всей жизни, а в квантовом мире оно существовало всего лишь 10 миллиардных долей секунды. К счастью, это не помешало ученым засечь момент магнетизма благодаря движениям кварков. Как бы то ни было, магнитары остаются одними из самых мощных и загадочных космических объектов. Ученые еще многое о них не знают, но они не сомневаются, что эти экзотические звезды скрывают многие тайны Вселенной. Чтобы выведать больше, астрономы продолжают изучать нейтронные звезды с помощью различных телескопов, в частности рентгеновских. Ученые надеются точнее объяснить аномальный магнетизм подобных объектов, процессы, которые генерируют излучение магнитаров, поведение материи внутри и около них. И может однажды исследователи даже найдут возле магнитаров жизнь. Некоторые исследователи предполагают, что интенсивные магнитные поля этих небесных зомби могут служить защитным экраном от космического излучения. Тогда под таким зонтиком возникнут нужные условия для развития на планетах каких-то существ. Правда, пока планет в системах магнитаров не нашли. Но вполне вероятно, что в будущем
они попадут в поле зрения более мощных телескопов. Впрочем, в любом случае инопланетяне на подобных планетах вряд ли окажутся похожими на нас. Близость магнитара, как мы говорили, приведет к гибели белковых существ. Но вдруг в одном из наших космических путешествий мы встретим такие себе живые магниты совсем другой химии тела. И они будут великолепно чувствовать себя в мире магнитаров. А почему бы и нет? Мы знаем, что возможности Вселенной бесконечны, и в ней может произойти все.